Все началось с некрасивого инцидента в одной из школ Батайска, случившегося в апреле текущего года. Один из учащихся заявил, что занимается спортом, чтобы отвечать обидчикам. Но выбирал он своих обидчиков по национальному признаку. Он прямо и сказал: «Я русских ставлю на колени». Этот конфликт был заснят подростками на камеру. И когда данные об этом инциденте просочились в социальные сети, разразился скандал. К руководству школы тогда обратились представители русской общины. Но история на этом не закончилась. Теперь активистам из русской общины устроили публичную порку. В дело вынужден был вмешаться глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Разберем все подробности в нашем сегодняшнем выпуске. Просьба подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Итак, продолжим наш разговор и начнем со школьной истории. Видимо, мальчик в ролике уже не в первый раз вступал в конфликт с учительницей. В бурном разговоре мы слышим, как он обращается к женщине. «Я занимаюсь спортом, чтобы некоторых из ваших бить». В этот момент в классе слышится тяжелое «Ой, ё-моё». Видимо, дети устали от этих разговоров, а паренек продолжал. «Вы много раз говорили, что меня кто-то побьет, но когда выходили, они на колени становились». Учительница уточнила, когда именно она такое говорила. И что за драки это были, в которых кому-то пришлось становиться на колени? Ученик с ухмылкой ответил: «Много кто». Как отреагировать на такое? «Ну-ка, ставь меня на колени, мне 71 год». Не смогла удержаться учительница. «Поставь меня на колени. Поставь русскую женщину на колени». «Он русских ставил на колени», — повторила учительница, будто не веря в услышанное. «Я не смотрю. Я их уже ставлю», — парировал школьник. «Пускай запомнят навсегда». И что произошло дальше? Активисты русской общины решили обсудить ситуацию с директором школы. Учительница, к слову, встретила их как своих близких. Она даже записала видеообращение к представителям диаспоры, призывая их прекратить такое воспитание детей. Она призывала их взять ситуацию под контроль и остановить агрессию. Единственное, что она просила от мальчика, который оскорбил русских, это извинения. Мы не в курсе, включились ли представители диаспоры в решение проблемы. И не слышали об извинениях со стороны ребенка. Однако мы понимаем, что активисты были приняты в школе, с ними провели беседу, после чего представитель городской администрации заявил, что инцидент исчерпан. Это было сказано, кстати, в присутствии прокуратуры, то есть все завершилось здоровой дискуссией. Так, по крайней мере, казалось до сих пор. Сейчас стало известно, что мальчик продолжает обучение в том же классе, и мы надеемся, что его поведение улучшилось. Но вот активистам, которые пришли в школу защищать учителей и детей, выписали административные протоколы. Их обвиняют в организации незаконного мероприятия. Как же удалось превратить дискуссию, о которой говорили даже официальные лица, в незаконные мероприятия? Все очень просто. Как только началась беседа, в некоторых телеграм-каналах появилась информация, что представители русской общины заблокировали образовательное учреждение, в частности. Такую версию представили авторы канала «База». Возможно, именно эту ложную информацию и использовали как основу для начала расследования. В итоге, участникам встречи из русской общины предъявляют обвинения в организации незаконного публичного мероприятия. Они якобы не пускали детей в школу и блокировали проезд транспортным средством. Это показательная порка, которую устроила местная полиция. Заставили директора школы написать заявление на наших людей. Там есть прямая клевета. Вся полиция и местные силовики в Ростовской области на прикорме у диаспор. Получилось так, что те, кто устроил конфликты, не при делах, а нашим ребятам устраивают публичную порку, считает общественник. Обвинения, мягко выражаясь, довольно необычные и, как предполагают знающие подробности, вызваны тем, что действия активистов задели интересы кого-то из областного руководства. Административные дела были заведены по следующим нарушениям. Помощь девушке, которую из собственного дома выселил мигрант. Активисты пришли, чтобы обеспечить безопасность девушки и помочь ей вернуться домой. Полиция игнорировала просьбы семьи до тех пор, пока не началось освещение ситуации в СМИ. К счастью, девушка вернулась домой, а вот в отношении ее защитников начались преследования. Как мы уже упоминали, это также конфликт у школы, когда ученик нерусской национальности угрожал поставить своих сверстников на колени. Тогда активисты прибыли в школу по просьбе директора, поскольку учительнице поступали угрозы от местной диаспоры. После этого полиция вынудила ее написать заявление против русской общины. Также защитников из русской общины обвинили в том, что они слишком активно спасали жителей поселка Красный от мигрантов.
Относительно недавно СМИ потрясла история о том, что в селе орудует таджик, грозивший вырезать население. Местная полиция освободила мигранта через несколько часов после задержания. Глава администрации поселения не отреагировал на жалобы людей, а просто договорился с диаспорой о том, что их люди не будут буянить. Ну а почему же полиция и власть не исполняют свои обязанности и тем самым доводят до того, что русский мужик должен взять дубину и пойти на защиту прав своих же сограждан? Задается вопросом Юлия Банишевская. Когда наша страна повернула не туда, что теперь полиция защищает не жертву, а преступника, который ее обидел? Это просто какая-то чудовищная извращенная форма реальности, возмущается Банишевская, добавляя, что, к счастью, в России прекрасно работает интернет, и общественники могут вызвать резонанс. Политолог Алексей Живов считает, что произошедшее в Ростовской области указывает на то, что диаспоры в России уже представляют собой не культурные сообщества, а скорее финансово-промышленные или преступные группировки, которые активно наращивают свою экономическую и даже политическую власть. Тенденция подкупа чиновников и силовиков, которая была характерна для диаспор ранее, ушла в прошлое. Теперь они ставят своих детей, родственников и соотечественников на ключевые посты. Их влияние и богатство достигли такого уровня, что они могут влиять даже на депутатов Госдумы и других защитников интересов мигрантов и диаспор. Если ситуация продолжит развиваться в том же направлении, то диаспоры могут начать определять не только жизнь на региональном уровне, но и федеральную политику России. Движение «Русская община», которое пока лишь призывает членов диаспор к соблюдению законов общества, воспринимается как угроза. Диаспоры используют свои связи в региональных структурах власти для ослабления русского общества. Это уже борьба за власть в наших регионах, подытожил Живов в личном телеграм-канале. Теперь к делу подключился и председатель СКР Александр Бастрыкин. Глава ведомства затребовал оперативный доклад об установлении обстоятельств ряда происшествий, вызвавших общественный резонанс в Ростовской области. В социальных медиа обсуждается привлечение к административной ответственности в городе Ростове-на-Дону общественников за организацию массового пребывания в общественном месте. Отмечается, что полицейские безосновательно составили протоколы в отношении активистов, которые помогали гражданам, пострадавшим от противоправных действий мигрантов. Говорится в пресс-релизе ведомства. В ходе дополнительной проверки предстоит установить обстоятельства произошедшего, дав оценку действиям сотрудников органов внутренних дел. После доклад будет представлен для окончательной оценки. Для тех, кто удивлен, что за батайскую дискуссию привлекают ростовских активистов, напомним, что Батайск входит в ростовскую агломерацию. Город находится в 15 километрах от областной столицы. В связи с распространяемыми в сети интернет-публикациями, вызвавшими возмущение общественности, председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю СУСК России по Ростовской области представить доклад о расследовании уголовного дела и проводимой проверки, приняв исчерпывающие меры к защите прав потерпевших. Ход и результаты исполнения поручений находятся на личном контроле главы Следственного комитета России. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!